Взгляните на этот кусок стали. Обыватель видит на нем лишь холодный безжизненный монолит, но для инженера-металлурга это гигантское поле битвы, где ежесекундно бушует настоящая атомная война. Обычное железо, несмотря на свою мощь, трагически уязвимо перед лицом экстремальных температур, агрессивных кислот и колоссальных механических нагрузок. Веками человечество искало способ укротить эту хрупкость, пока не была открыта великая металлургическая триада – хром, никель и молибден. Сегодня предстоит нам с вами раскрыть истинные механизмы их взаимодействия и понять, как эти три элемента полностью переписывают законы физики внутри кристаллической решетки, превращая сталь в вечный сплав. В классическом металловедении существует фундаментальный закон, похожий на проклятие. Невозможно бесконечно повышать прочность стали, не жертвуя ее пластичностью. Добавляя в сплав углерод, мы получаем твердую структуру, но при малейшем ударе на морозе она раскалывается, словно хрупкое стекло. Этот предел конструкционной надежности долгое время сдерживал развитие мостостроения, авиации и энергетики. Инженеры оказались в тупике, балансируя на грани катастрофы. Но решение лежало не в увеличении дозы углерода, а в качественном перестроении самой кристаллической решетки железа. И первый, самый мощный удар по этой технологической стене наносит элемент, создающий невидимую броню. Да, мы говорим про хром. Это элемент, который делает нержавеющую сталь действительно нержавеющей. Как только его концентрация в сплаве превышает критический порог в 10,5%, происходит удивительное физико-химическое превращение. На поверхности металла самопроизвольно формируется сплошная наноразмерная защитная пленка оксида хрома. Она настолько тонкая, что практически невидима, но обладает фантастической плотностью и способностью к мгновенной авторегенерации и любых повреждений. Хром буквально создает щит, который изолирует железо от внешней агрессивной среды. Однако процесс внедрения этого защитника в кристаллическую решетку требует колоссальных энергетических затрат, укрощения температурного хаоса. Чтобы заставить хром работать на благо прочности, металлурги проводят сложнейшие восстановительные процессы в температурном диапазоне от 1400 до 1650 градусов. Прямое восстановление хрома из бедных многокомпонентных руд сопровождается мощнейшими экзотермическими реакциями. Алюминотермические и силикотермические методы выделяют гигантское количество тепла, буквально заставляя расплав кипеть. В этом огненном вихре критически важно идеально контролировать вязкость шлака, чтобы полностью отделить драгоценный хром от пустой породы. Но даже когда хром успешно занял свои места в кристаллической решетке железа, у него проявляется коварный характер, способный разрушить конструкцию в зоне сварки. Главная уязвимость хромистых сталей кроется в явлении сенсибилизации, которая просыпается при нагреве металла от 425 до 850 градусов. Такой термический цикл неизбежно сопровождает любую сварку. В этой опасной температурной зоне углерод стремительно устремляется к границам зерен, где связывает хром в сложные карбиды. Скорость диффузии углерода колоссальна, а хром просто не успевает подойти на помощь. В результате вдоль границ кристаллов образуются катастрофические зоны обеднения, где содержание хрома падает ниже критических 12%. Сталь теряет пассивность и мгновенно разрушается под действием межкристаллитной коррозии. Но металлургическая наука нашла способ победить этого невидимого диверсанта. Победа над коррозией сварных швов была достигнута путем жесткого контроля состава и структуры. Во-первых, металлурги создали низкоуглеродистые марки стали, где концентрация углерода зажата на уровне менее 0,03%. Во-вторых, в сплав ввели титан и необий, которые обладают феноменальным сходством к углероду и связывают его в безвредные карбиды еще на дальних подступах.
Наконец, инновационный метод ультразвуковой ударной обработки создает на поверхности стали сетку двойниковых границ с экстремально низкой энергией, на которых карбиды хрома физически не могут зародиться. Но если хром решает проблему защиты поверхности, то как же нам уберечь внутренний скелет стали от хрупкого разрушения при экстремальном, к примеру, холоде? Когда температура падает ниже нуля, обычная сталь с ее объемно-центрированной кубической решеткой становится хрупкой, как стекло. Это явление называют хладноломкостью, и именно оно лежало в основе сотен исторических катастроф. Но если добавить в сталь никель, происходит настоящий кристаллографический переворот. Никель является мощнейшим стабилизатором аустенита. Обладая гранецентрированной кубической решеткой, он перестраивает структуру железа, сохраняя ее вязкое состояние даже при температурах низких к абсолютному нулю. Это не просто космическое улучшение, это кардинальное изменение механики, деформации просто на атомном уровне. В сталях с никелевым легированием сопротивление хрупкому разрушению возрастает лавинообразно. На атомном уровне присутствие никеля существенно облегчает поперечное скольжение дислокации, предотвращая возникновение опасных концентраций напряжений. Кроме того, никель измельчает мартенситные пакеты и блоки, многократно увеличивая долю высокоуглеродовых границ зерен. Когда зарождается микротрещина, пытается расколоть металл, она натыкается на эти границы и вынуждена постоянно менять свое направление, расходуя колоссальную энергию и попросту затухая. Сплав с 5-9% никеля сохраняет великолепную вязкость при рекордных минусовых температурах. И огромную роль в этом играет одна микроструктурная хитрость. В структуре высококачественной никелевой стали после закалки и термической обработки сохраняется от 5 до 10% так называемого остаточного аустенита. Эта фаза распределяется в виде тончайших наноразмерных прослоек между иглами мартенсита. Остаточный аустенит работает как микроскопическая подушка безопасности или наноамортизатор. Как только в металле начинает распространяться трещина, она неизбежно утыкается в эту вязкую прослойку. Аустенит пластически деформируется, поглощая энергию удара, блокирует вершину трещины и останавливает ее рост. Однако в погоне за этой вязкостью инженерам крайне важно вовремя остановить, ведь избыток никеля таит в себе смертельную опасность для прочности. Металлургия не прощает жадности. Если концентрация никеля превысит оптимальный порог в 3% в среднеуглеродистых сталях, структура задержит слишком много остаточного аустенита. Вместо прочного сплава получится мягкий, легко деформируемый металл с низким пределом текучести. Более того, никель резко снижает критическую точку начала превращения при нагреве. Это делает практически невозможным проведение качественного высокотемпературного отпуска, так как сталь начинает неконтролируемо перекристаллизовываться. Но самые опасные фазовые аномалии подстерегают никелевую сталь в процессе проведения сварочных работ, когда в шве может зародиться настоящий структурный паразит. Если при сварке высокопрочных сталей допустить концентрацию никеля в шве выше 6,5%, то при охлаждении произойдет опасное явление образования коалесцинированного бейнита. Вместо мелкой хаотично переплетенной структуры формируются аномально широкие пакеты пластин с абсолютно идентичной кристаллографической ориентацией. Коалесцинированный бейнит действует как идеальное гладкое шоссе для хрупкой трещины. Она пролегает сквозь эти зоны мгновенно, не встречая никакого сопротивления, что полностью перечеркивает пластифицирующий эффект никеля. Мы научились защищать сталь от коррозии и холода, но как заставить же ее сопротивляться медленной смерти под действием адских температур и тем более давления? Там, где хром и никель бессильны, перед разрушительным жаром в бой вступает молибден. Тяжелый, тугоплавкий гигант периодической таблицы. Его атомный радиус составляет 139 пикометров, что значительно больше, чем у железа.
Замещая атомы железа в кристаллической решетке, молибден вызывает колоссальные локальные искажения и упругие напряжения. Вокруг каждого атома молибдена возникает невидимая зона упругого сопротивления, которая намертво блокирует движение дислокации при нагреве. Молибден резко снижает скорость диффузии в вакансии в феррите, делая сталь невероятно устойчивой к медленной пластической деформации. Кстати, специально для тебя я создал закрытое бусти-сообщество, где мы разбираем тему машиностроения очень подробно. Поэтому, если тебе лень смотреть все 500 роликов у меня на канале, а результат тебе нужен уже завтра, то заходи, ссылка будет в первом закрепленном комментарии и описании. При работе под нагрузкой в условиях экстремальных температур от 450 до 600 градусов в стали просыпается разрушительный процесс ползучести. Металл начинает медленно течь и деформироваться. Молибден останавливает этот процесс с помощью механизма дисперсионного упрочнения. Он образует ультрадисперсные термически стабильные карбиды. Эти наночастицы когерентно связаны с матрицей и выступают в роли неопределимых барьеров, которые намертво могут пригвоздить дислокации к месту, предотвращая их скольжение и переползание. Сталь сохраняет жесткость там, где другие сплавы размягчаются. Но дальнейшее нарушение технологии сварки таких сталей может привести к мгновенной просто катастрофе. Ярким примером важности строгого соблюдения технологии стала авария на электростанции Вест-Бартон в Великобритании. Паропроводные коллекторы из знаменитой высокохромистой жаропрочной стали P91, легированной хромом и молибденом, внезапно разрушились после 36 тысяч часов эксплуатации. Расследование показало, что кратковременный нагрев околошовной зоны при сварке чуть выше критической точки вызвал необратимую сферодизацию стабильных карбидов хрома и карбонитридов ванадия и ниобия. Молибден оказался обезоружен, лишившись карбидной поддержки. По границам зерен в разупрочненной зоне мгновенно начали расти поры ползучести, приведшие к хрупкому межкристаллическому разрыву. Но тепловая ползучесть не единственный скрытый враг, атакующий сталь при нагреве. В процессе медленного охлаждения стали после отпуска в температурном диапазоне от 375 до 570 градусов появляется опаснейшая болезнь – обратимая отпускная хрупкость. Вредные примеси фосфор, олово, сурьма и мышьяк начинают диффундировать к границам исходных аустенитных зерен, резко снижая их прочность и сцепление. Хром и никель выступают здесь в роли невольных сообщников, термодинамически ускоряя эту опасную сегрегацию примесей. Но добавление всего 0,2% молибдена способно полностью предотвратить эту катастрофу. Возникает логичный вопрос: как именно крошечная доля молибдена укрощает вредные примеси? Молибден действует как умный нанокапкан. Обладая огромным сродством к фосфору, его атомы прямо внутри тела зерна связывают вредную примесь в стабильные атомные кластеры, полностью блокируя их диффузию к границам зерна. Однако металлургическая дозировка должна быть ювелирной. Если концентрация молибдена превысит 1,5-2%, начнется бурное выделение интерметаллидных фаз. Свободный молибден исчезнет из твердого раствора, капкан захлопнется без добычи, и сталь снова вернется к охрупченному состоянию. Чтобы гарантировать абсолютную безопасность конструкции, металлурги разработали строгие математические критерии оценки качества сплава еще до начала его разлива. Для точного прогнозирования склонности стали к отпускной хрупкости используются полуэмпирические расчетные комплексы. Фактор Ватанабе оценивает влияние марганца, кремния, фосфора и олова в составе проката. Для полной безопасности его значение должно быть строго менее 180 единиц. Для сварочных материалов применяется еще более жесткий фактор Бруската, контролирующий примеси в миллионных долях, предел которого не должен превышать 20 единиц. Эти строгие формулы позволяют инженерам гарантировать, что мосты, реакторы и турбины не разрушатся от усталости. Но существует еще один невидимый разрушитель, способный взорвать сталь просто изнутри.
Когда прочность мартенситовых стали превышает 1000 мегапаскалей, они становятся критически чувствительны к водородному охрупчиванию. Микроскопические, чрезвычайно подвижные атомы водорода легко проникают в кристаллическую решетку железа и скапливаются на границах зерен, вызывая мгновенное растрескивание под нагрузкой. И здесь молибден снова спасает положение, создавая вокруг себя сильные поля искажения в кристаллической решетке. Атомы молибдена выступают в роли ловушек, которые захватывают блуждающий водород и лишают его подвижности. А выделение наночастиц карбида молибдена создает дополнительные стабильные ловушки, защищая высокопрочную сталь от внезапного хрупкого разрушения. Особенно разрушительно водород действует в агрессивных сероводородных средах нефтегазовых месторождений при температурах выше 200 градусов. Здесь возникает явление высокотемпературной водородной атаки. Проникающий водород вступает в химическую реакцию с углеродом стали, образуя молекулы метана, которые не могут проникнуть в решетку и буквально разрывают металл изнутри гигантским внутренним давлением. Легендарный сплав 2 с четвертью хрома 1 молибден полностью решает эту задачу. Хром и молибден, являясь мощными карбидообразователями, связывают углерод, резко снижая его активность и полностью блокируя кинетику образования метана. Но какова цена этой технологической магии в современном мире? Использование хрома, никеля и молибдена напрямую упирается в жесткую экономику и экологическое законодательство. Цены на никель и молибден подвержены колоссальной волатильности из-за геополитических потрясений и ресурсного национализма. Кроме того, производство никеля методом кислотного выщелачивания под высоким давлением из латеридных руд имеет колоссальный углеродный след до 93 тонн углекислого газа на тонну никеля из-за использования угольной генерации. Сделается это в Азии. Токсичные отходы угрожают экосистемам океана. Перед металлургией встал новый тектонический вызов. Возможно ли создать сталь с характеристиками суперсплавов, но без зависимости от дорогого и грязного сырья? Ответом на вызовы современности стало рождение принципиально новых безникелевых систем легирования. Высокоазотистые аустенитные стали используют энергию хрома, марганца, молибдена и азота. Азот, внедряясь в междуузлия решетки, стабилизирует аустенит и обеспечивает предел текучести более 800 мегапаскалей, что на 30% выше, чем у традиционных хромоникелевых сталей. При этом углеродный след при производстве снижается на четверть. Экономические дуплексные стали с содержанием никеля всего около 1,5% успешно заменяют дорогие сплавы в строительстве. Магия легирования продолжается, доказывая, что точный расчет и инженерная мысль способны преодолеть любые барьеры и ограничения природы. У меня там все, друзья. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайки, дизлайки. Не забывайте делиться с друзьями и приглашаю всех на Бусти. Всем добра. Пока-пока.